Привет! Меня зовут Наташа, я австралийка и уже 7 месяцев живу в Москве. Сегодня я хочу поделиться русскими словами и выражениями, которые меня действительно удивили. Некоторые даже шокировали меня. Одно слово, которое здесь используют каждый день, а вообще я считаю очень грубым. Но в России это абсолютно нормальное и вежливое обращение. Начнем с первого слова, которое сначала меня раздражало. Это замужем. Буквально за мужчиной. Я начала учить русский язык лет 5 назад. И я до сих пор помню тот момент, когда узнала слово «замужем». То есть, что женщина в браке, и я была просто в шоке. У меня был урок с русской преподавательницей в Сиднее. И я хорошо помню, когда она объяснила это слово, написала его и сказала: «За» — это позади, а «мужем» — это мужчина. Потом она нарисовала 2 человечков, и женщина стояла за мужчиной. И мгновенно я почувствовала раздражение. Я выросла в Австралии, именно в Сиднее, и в нашей культуре, где мужчины и женщины считаются одинаковыми в браке, в обществе, во всем. И когда я услышала, что быть замужем значит стоять за мужчиной, это показалось мне, сексистными и устаревшими и просто неправильным. Но моя учительница, не зная о моей реакции, продолжила говорить. И она посмотрела на свой рисунок и спросила меня: «Наташа, разве это не красиво?» И перед тем, как я могла ответить ее, она продолжала. Она сказала: «Он стоит впереди семьи, обеспечивает, защищает, принимает удары, да? А она не спрятана, не ниже, а за ним, в поддержке. И она поддерживает его, она дает ему силу, она придает ему смысл». И в этот момент во мне что-то изменилось. То, что я сначала восприняла как символ неравенства, оказалось символ партнерства, любви, взаимной ответственности. И иногда одно слово может передать целое мировоззрение. И если мы не будем внимательны, мы можем упустить в нем красоту из-за собственных предупрежденных. Вот, второй. Отчество. Вы, конечно, уже знаете. А когда я впервые услышала, как люди говорят Дмитрий Иванович и Ольга Петровна, например, я подумала, что это звучит очень официально, и это действительно так. Для меня это до сих пор звучит немного непривычно, так скажем. Но со временем я стала ценить, сколько уважения скрывается в этой традиции, так скажем. Отчество отражает вежливость, традиции и уважение к семье, да? И это не только про личность, а и про уважение к своим родителям и к своим корням. И, честно говоря,
Я бы так предпочитала, чтобы что-то подобное существовало в Австралии, потому что это создает ощущение связи между поколениями, традиционного уважения, которого, ну, как мне кажется, все меньше в современном мире. И с практической точки зрения это очень удобно, потому что в России очень много Андреев, очень много Дмитриев и Анастасии. И отчество помогает понять, о каком именно человеке идет речь. Вот это вроде бы мелочь, но она многое говорит о том, как устроено общество здесь, в России. Третий. Поздравления с днем рождения. В России день рождения – это не просто день, когда ты ешь торт. Это серьезный момент. Время, время для размышлений, благодарности и искренних словах. Нет, искренних слов. Вот, в Австралии это не так, да? Мы просто говорим «с днем рождения» и все, «хорошего дня» и все. А здесь получала поздравления похоже на поэзию, когда это был мой день рождения. Я получила сотни сообщений, теплых, продуманных и искренних. И люди здесь желают тебе здоровья, счастья, долгих лет жизни, мудрости, силы, успехов и смысла и так далее, и все. И это не просто хорошего дня, как в Австралии. Это что-то вроде «пусть этот год принесет тебе мужество и внутренний покой». Вот. Это очень красиво. И эта искренность действительно тронула меня. Честно, не ожидала такую поддержку от людей, которых едва знаю, может быть, лучше сказать. И, кстати, кто-то мне сказал, что здесь, в России, за 5 дней до и после твоего дня рождения в некоторых ресторанах и местах можно получить скидку от 15 до 25%, если сказать, что у тебя день рождения. К сожалению, я не знала об этом. И надо было выбрать самый дорогой ресторан, но я выбрала Макдональдс. Представляю. Но в следующем году запомню. Вот, 4. Ты слышишь этот запах? В русском языке, если вы хотите, чтобы кто-то что-то понюхал, то, например, ваш парфюм, да, то вы говорите «слышишь?» Дословно это как... это значит, ты слышишь? По факту, вы просите человека понюхать. Я помню, когда я, как впервые это услышала, я совершенно не поняла. Я подумала, почему мы слышим запах, парфюм, да? Странно, я вообще не поняла. И это одна из тех фраз, которую я выучила, просто живая здесь. И, честно говоря, чем больше я об этом думаю, тем страннее это звучит для меня. То есть, давайте, признайте, если остановиться и по-настоящему задуматься, ведь это действительно немного странно. И, наконец-то, слово, о котором я говорила в начале этого видео. Для меня оно звучит грубо, даже немного неприятно, но здесь, в России, это обычное, это даже вежливое обращение, и люди используют это слово каждый день. Речь, конечно, о слове «девушка». До сих пор я не могу к этому привыкнуть. В русском языке слово «женщина» может прозвучать грубо, да, и поэтому чаще говорят «девушка». Но для меня, как взрослой женщины, это звучит странно.
Потому что в англоязычных странах называть взрослую женщину девочкой, особенно в официальной ситуации, можно сказать, особенно в официальной обстановке, считается не просто странным, а грубым и даже оскорбительным. У нас слово «женщина» звучит уважительно. И я, конечно, хорошо понимаю, что здесь, в России, слово «девушка» используется вежливо и никого не обижает. Но мне все еще непривычно это слышать. Если бы у меня был выбор, я бы предпочитала, чтобы меня называли «женщина», потому что для меня это звучит уважительно. И это хороший пример того, как язык отражает культуру. И иногда такие различия невозможно перевести дословно, да? Так что в выборе между девушка и женщина мы просто по-разному это чувствуем. И это нормально. Вот, жить в России как австралийке, учить язык, понимать местные традиции и культуру — это один из самых ярких и глубоких опытов в моей жизни. И когда вы переезжаете в другую страну, легко судить о чужом. Но я поняла, то, что сначала кажется странным, может оказаться самым красивым. Нужно просто оставаться открытым. Кроме одного, пожалуйста, не называйте меня девушка. Давайте просто всегда говорить женщина. Хорошо? Ладно? Не забудьте подписаться, пожалуйста. Это поможет мне понять, что вам интересен такой контент. И я смогу с удовольствием делать больше подобных видео. Ссылки на мой Телеграм и Инстаграм в описании. И спасибо, что были со мной. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что шокировало вас в русской культуре или в вашей после того, как вы уехали из своей страны. Вот и все, ребята. Спасибо большое и до следующего раза. Пока. Пока.